Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте узнаем. Что же спешит или кто же спешит в вашу жизнь? С чем это будет связано? И, конечно, это может быть и новости, какая-то нужная информация, может быть документ или конкретный человек. А также достанем карты, как знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы? Давайте узнаем. И первый это у нас сначала пасьянс. Я надеюсь, останемся реалистами, но через карты, через их метафору рассмотрим, какие альтернативные варианты могут присутствовать на этой неделе для вашего знака зодиака. Смотрю я, смотрите и вы. Никогда не знаешь, что выпадет. И вот эти маленькие карточки, они именно о событиях больше. Мы просто смотрим и анализируем что-то свое. Итак, будем узнавать. Ну вот какие-то ненужные сомнения, вот эти цепи, вот действительно цепи. То мы думаем, получится, не получится. А вот прежде не получилось. Можем вспоминать, было и думай. Может быть такое, сердечная тяжесть. Так вот олицетворение этих цепей идет. И может быть прежде что-то не получилось. Ну так это не значит, что мы теперь будем, даже обжегшись на молоке, дуть на воду всю свою жизнь. Поэтому не устраивайте себе какую-то глубокую философию. Тут что-то вы можете, и я вам даже объясню почему. Какая-то ситуация затянулась, потому что или затягивается, может быть, оформление и получение документа. Вот прямо сейчас или в те сроки, которые вы себе наметили, не получается осуществить ваше намерение. Но это не повод в себе сомневаться, это факт. Кто знает, иногда, когда выпадает вот эта листва или дерево, так прописано в этом пасьянсе, это даже иногда время как бы играет нам на руку. Может быть, и есть та тема, которую вам просто нужно как-то разузнать поточнее. Или принять важное решение, ну, так, знаете, уже потом не сомневаясь, и у вас выпадает кот. Это хорошее настроение, но это еще флирт, и поэтому у кого-то может быть сомнение по части конкретного человека, или вам нужно принимать решение какое-то, возможно, вы даже хотите уже принять это решение, ну вот точно сомнение. Ну, наверное, вот Луна, да, месяц. Хотя у вас с Луной свои взаимоотношения, безусловно. Слушайте свою интуицию. Но интуиция – это не глубокое самокопание, нет. Интуиция – это связь интеллекта и прежнего опыта. Прежний опыт имеется в виду, ну, когда мы не обдумываем, не пропускаем заново через себя, через эмоции то, что было раньше, а просто оставляем как свершившийся факт, чтобы чего-то не повторить. А интеллект – это как высший разум, когда мы вот именно можем понимать, ну хорошо, а может быть именно в этом варианте для нас есть какая-то возможность. Поэтому вот здесь именно интуиция со знаком плюс, глубокое самокопание со знаком минус. Вот это вам никак не помогает и, главное, не имеет смысла. Давайте будем узнавать дальше, что же тут у вас такое может быть. Гости, встреча с каким-то человеком или к вам едут гости. Может быть, кстати, вы не хотите кого-то видеть. Вот и есть такие сомнения, а надо ли мне вообще этим заниматься. Может быть и так. Или вас куда-то пригласили. Может быть и есть какая-то у вас необходимость поездки, но вам так не очень хочется туда отправляться. Ну, давайте достанем до конца. Еще дополним потом картами Таро. Разберемся, какую нам тут ситуацию пытаются обрисовать карты. Как одну из возможных. А вот правда, у вас какая-то дорога. Ну, конечно, это может быть дорога и к вам какого-то человека, но все же я вижу, ваша дорога может быть, по крайней мере, для кого-то это как дальняя дорога. Или, может быть, приезд человека к вам, а после еще вы планируете у кого-то переезд. Или хотите что-то такое свое осуществить. Может быть, это и по смене работы. Вот я такое тоже могу допустить вполне. И по факту же ведь я не вижу никаких преград для вас, правда? Вот вижу уже, что деньги совпадают, поэтому деньги есть, деньги будут.
Может быть, дорога за деньгами, я у кого-то могу и так предположить. Или с какими-то важными согласованиями это будет связано. Или с вашим проектом. Может быть, это и знакомство какое-то, да, поскольку у вас выпадает флирт, как флирт, ну, знакомство в дороге с каким-то человеком. Но однозначно еще пока сказать не могу. У вас выпадает еще, посмотрите, карта, или значение, точнее, корона. Власть. С одной стороны, это в ваших силах. На этой неделе что-то сделать, осуществить, получить результат, договориться, подписать важные бумаги. Но вот сомнения не вам мешают. А ведь вы достаточно ресурсные. Может быть, даже это будут чиновники или представители власти. Вы узнаете, как что-то сделать по закону, оформить по закону. Или отправляетесь в какие-то инстанции, может быть, и налоговые инстанции. Вы тоже хотите больше определенности. Ну, тогда для вас нет никаких преград. Вот я не вижу. Но вы себя можете зачем-то мучить вот этими самыми сомнениями. И вы знаете, вы можете сомневаться даже в человеке. А здесь у нас идет любовь, мои дорогие. Не терзайтесь, это точно. Тут столько мыслей каких-то ложных у вас, по крайней мере, может быть. У нас с этого начался пасьянс. А дела реальные, они как будто немножко в другой плоскости. И в этой колоде мы можем еще с вами соединить крайние ряды по горизонтали и по вертикали. Вот я смотрю, что тут у вас еще, возможно, совпало. Не вижу я совпадений. Нет, не вижу. Давайте уточним на колоде Таро. Что спешит вашу жизнь? Или кто спешит вашу жизнь? С чем это связано? Какая ситуация? Или ситуация, или новость, или опять же по сферам жизни нам покажет. А вторую карту мы достанем. Знаки судьбы. Что вам нужно услышать прямо сейчас? Что хотят вам передать высшие силы или на что хотят обратить внимание? И к чему все идет. Достанем две карты. И первая. У нас было кто или что спешит в вашу жизнь, зачем вам это нужно или какое продолжение следует. И знаки судьбы. Для чего вот нужно это услышать или что принять во внимание, потому что что-то будет продолжено. Вот в каком ключе. И по основным сферам жизни достанем две карты. Первая карта у нас будет означать ваши достижения. Дела, работу, учебу, документы и деньги. А вторая карта – любовь и личная жизнь. Итак, откроем первую. Что же, кто же спешит? Да это вы сами куда-то спешите. И я так могу предположить, это вам куда-то либо нужно поехать или решить какой-то вопрос, или по этой карте вы делаете выбор. Вы можете действительно спешить сделать выбор, потому что какая-то история затянулась. А ведь я могу сказать, вы уже этот выбор знаете. Когда по восьмерке чаш мы, правда, можем долго какой-то сеанс себе ненужной философии устроить, а по факту ведь мы знаем этот ответ. Мы знаем, как нужно действовать. И уж наверняка мы знаем, чего мы не хотим продолжать. Или как мы не хотим действовать, к примеру. С кем мы не хотим быть рядом. Какого отношения к себе мы точно не хотим. Может быть, оттолкнуться именно от тех вопросов, которые идут с приставкой «не», с частицей «нет». Именно с учетом, чего вам нежелательно. И тогда правильное направление, оно более конкретно вырисуется. Но по восьмерке чаш это действительно какая-то либо поездка, у кого-то далекий переезд, но это всегда у нас получается что-то осуществлять. Вообще, я должна сказать, это как новый путь. И даже если кто-то из вас задумал переезд очень далеко, вы знаете, у вас получится. Может быть, не так быстро, не в тех временных рамках, как вы это думали. Или это будет сопряжено с получением документа, да, вот эта корона. Ну, у кого-то визу надо получить, у кого-то еще там важные согласования провести. Поэтому действительно некоторое ожидание вам абсолютно не вредит. Ну, может быть, внутренняя ситуация нетерпения или какая-то ситуация сама по себе, обстановка уже затянулась, и вы думаете, все никак какой-то вопрос не решится. Я устал или устала. Но все равно не торопите события. Вы здесь чем-то определяетесь. Слушайте свою интуицию опять же. Знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы, на что обратить внимание? А высшие силы вам хотят сказать, что для вас будут очень важны
доверенные люди. Может быть, это те ваши знакомые или круг друзей, ваши контакты, компаньоны, партнеры, которых вы уже знаете. Именно в этой колоде у нас, если чаще называют, это карта ностальгия, шестерка кубков. Да, есть такой элемент ностальгии, когда мы, ну, даже я, к примеру, могу допустить, что мы хотим вернуть какую-то историю любви. Или просто нам дружба тут все же больше показана, какие-то прежние контакты мы хотим вернуть. И я могу сказать, что у вас это даже получится. Или возобновить контакты с нужным человеком, или на основе вашей дружбы. Тут тоже какие-то могут быть важные решения. Или вы словно найдете этот выход из лабиринта. Но для вас, видимо, важно, или мы как знаки судьбы, именно те люди, которые проверены, которые вас не подведут, с которыми, я даже могу сказать так, у вас был какой-то период дружбы. Может быть, это период год, месяцы, а у кого-то годы. Здесь вам буквально это может помогать. Давайте я достану еще одну карту. Не совсем понятно, с чем это связано. С личной жизнью? Нет. Здесь это связано не совсем с личной жизнью. Это связано с тем, что вам нужна достоверная информация. И значит, документ нужно оформить. Стало быть, этот документ должен оформлять специалист. Или, если вы ищете такого специалиста, неплохо бы обратиться к друзьям. Или те, которые, может быть, обладают сами какими-то ресурсами. Или которые имеют такой же опыт. Они уже могут вам дать дельный совет, а не пустой. Потому что, извините, пятерка жезлов – это всегда карта информационного хаоса. Я так ее и называю. Много информации, сбивчивой. Вам придется словно перелопатить на этой неделе, прежде чем вы из этого вороха выудите что-то ценное. И вот ворох-то придется перелопатить. Но вот это рациональное зерно вы все же найдете. И это должно быть максимально достоверно. Или, может быть, еще и перепроверено. Вот для этого вам и нужны доверенные лица, или проверенные люди, или те специалисты, кому вы доверяете. Здесь некоторые вопросы будут еще для вас более, знаете, ну, в каком-то фундаментальном таком порядке, или для вас в более надежном ключе, когда они будут исходить от тех людей, которым вы именно считаете, что следует доверять. Давайте мы узнаем, а к чему же все идет. Ну, какой-то путь явно, может быть, сама по себе дорога, да, куда-то вы, у нас ведь тут тоже выпала дорога. И вполне вероятно могут карты говорить, что в дорогу придется отправиться самому. Но куда-то, опять же, не торопись. Вот я сказала по этому дереву или по этой листве, что вам тут и время где-то играет на руку. И отшельник, он идет. Он не сидит. Вот нам в этой колоде изображена девушка. Но, тем не менее, в классических колодах он всегда идет. Идет медленно, потому что он должен все подметить, что происходит вокруг. И у отшельника всегда фонарь. Это прообраз интуиции. Здесь нам как вот волшебный свет, который исходит от самой девушки. Но вот эта интуиция должна вовремя как будто сработать, когда, ну, или момент опасности, или когда для нас какая-то ситуация складывается, ну, не совсем благополучно, когда нам нужно остановиться и что-то обдумать, или успеть что-то увидеть, рассмотреть. Это как жизненный путь, безусловно. Тут как что-то, идея или ваша задумка, то, что вы хотите осуществить, то, что где-то важнее денег, вот между прочим. Потому что отшельник – это дервиш. Для него именно идея какая-то, она на первый план выходит. Ну тогда примите во внимание, даже собираясь куда-то далеко, вам и слушать интуицию нужно, и осмотрительному быть нужно, и надеяться самому на себя. Но я должна сказать, никто не мешает. Когда выпадает отшельник, вот таких прямых помех, или когда кто-то вставлял бы палки в колеса, или вот какая-то была бы ситуация, которая вас словно не пускает. Нет, путь открыт. Ты можешь идти. И поэтому карта говорит, вступай аккуратно, осторожно, но уверенно. Подмечай все, что говорят люди, и подмечай ту обстановку, которая происходит, или события, которые происходят вокруг тебя. Вот то, что мы называем элементом осознанности. И это где-то можно расценивать, ну, как подсказку высших сил. Да, идти вперед придется. Или принимать какое-то важное решение придется. Или вы найдете выход из какой-то сложной ситуации. Но продолжать
вам придется в одиночку. Поэтому, может быть, как знаки судьбы, второй знак нам и говорят, для тебя будет важен пусть один кто-то, но проверенный и надежный, который тебе поможет разобраться в некоторой информации, или когда, ну, расставит все по местам, или будет для тебя, ну, где-то как запасной, может быть, подстраховочный вариант, который может прийти тебе на помощь. Вот я такое предполагаю. Для кого-то из вас это может быть близкий человек. Давайте узнаем, к чему все идет. Семерка Пентаклей тоже, кстати, неторопливая карта, когда, тем не менее, движение есть. Но вот в этих двух картах движение есть, но оно такое несколько замедленное. Ну и правда, добрые дела наспех не делаются. Нам здесь и показано. Как будто зернышко посадили в землю, а взращиваем денежное дерево. И у вас деньги. Вот какой-то вопрос денежный, ну, не может быть, знаете как, наскоком решен. Или очень быстро решен. Поэтому проявить терпение определенно нужно. Может быть, для вас, чтобы решить, опять же, какую-то денежную тему, вам и нужно быть самому по себе. Много о себе не рассказывать. Заручиться поддержкой только одного человека. И куда-то отправиться, поехать. И у кого-то это далеко, а у кого-то, может быть, и поближе, имеется в виду какая-то инстанция. Какие-то согласования либо важные, либо для себя прояснить какой-то вопрос. Вот такие знаки судьбы. Но мы идем вперед, но это делать нужно очень осторожно. И не торопить вот себя, это факт. И если же мы это переложим где-то на взаимоотношения, ну, наверное, я тут вижу, тоже вы можете принимать какие-то очень важные для себя, ну, даже, знаете, это как мнение, как жизненная веха, все-таки с учетом аркан-отшельник. Для кого-то именно дело, ваше творчество или ваша задумка. У отшельника свой путь. Ну, встанет даже выше, чем вопросы, может быть, личной жизни или любви. Я такое могу вполне допустить. То есть, может быть, и есть эта любовь, но в этой неделе может присутствовать какой-то более знаковый вопрос, потому что он для вас открывает сразу какие-то дороги. Я вот вижу на этой неделе, вам как будто именно нужно что-то получить, какую-то концепцию, или окончательный, может быть, документ, или какое-то провести согласование, или, ну и даже финансовый вопрос решить. И он зависит целиком и полностью от вас. Давайте вот мы немножко раскроем по сферам жизни. Вот интересно, все предыдущие карты нам более какой-то деловой вопрос, и даже пусть это шестерка кубков, да, как вопросы возможные, может быть, и контакты с человеком, который из прошлого, есть какая-то ностальгия, мы хотим с ним встретиться. Я это тоже могу допустить. И даже, может быть, вы к такому человеку обратитесь за помощью, вот, кстати. Или человек вам может тоже обратиться. Но я вижу, тогда есть взаимосвязь, у вас есть какой-то общий интерес. И кто знает, вот, кстати, а ведь и правда, вам кто-то может прийти на помощь из лиц тех, которого вы знали долгое время. И я более того могу допустить, с учетом шестерки кубков, чаш и рыцаря чаш, у кого-то любовное свидание с тем человеком, но по каким-то причинам, может быть, вы и расстались, или проживали не вместе, или встречаетесь время от времени, и вот тогда встреча будет. Но вы в эту встречу, это все-таки карта у нас выпадает на ваши достижения, я не исключаю, что будете беседовать на какие-то и деловые вопросы тоже. Конечно, у кого-то это может быть по поводу оформления отношений. Когда мы с тобой, может быть, пойдем документы подавать в ЗАГС, да? Или как мы будем обустраивать оформление вот это, или как мы будем с тобой жить. Вообще, честно говоря, по рыцарю чаш это хорошее настроение. Недаром флирт. Или какое-то, ну, приятное времяпрепровождение. Но и конфетно-букетный период. Или когда вы, мои дорогие, может быть, захотите как раз проявиться в отношении того человека, которого вы какое-то время знали. Но потом ваша история личной жизни ни шатка, ни валка. И кто-то из вас более такие серьезные весомые решения будет принимать, потому что выпадает вот эта корона, символ власти, и вы будете изучать, как же переложить, ну, к примеру, кто-то будет рассматривать даже брачный договор, и этого я не исключаю. Ну а что же про любовь?
Ну, наверное, что бы вы тут себе не задумали, маг и волшебник. У вас нет ничего невозможного. Поэтому какое-то самокопание, вот, кстати, оно вам может очень весомо вредить. Помните, что мысль материальна. Когда выпадает карта мага, я часто говорю, если оттолкнуться, и об этом говорил еще Эйнштейн, так вот, не наколдуйте себе того, что не нужно. То, что думаете вы сегодня, это вы как программируете свое завтра. А то, что вы думали вчера, мы получаем вот сегодня. Поэтому у вас выпадают как сердечная тяжесть или какие-то сомнения. Вот не добавляйте себе какого-то мрака. Вы его автоматически можете себе спрогнозировать с учетом карта мага на завтрашний день. Для вас будет очень важно, считайте, как это подсказка высших сил. Или это как знак судьбы. Будь оптимистом. Оптимистом с учетом аркана отшельника и какого-то важного выбора. Но я допускаю, что быть сложно, но гоните от себя какую-то глубокую философию на мелком месте, потому что все лежит в реальности надежных людей, в реальности обработки информации, в реальности уточнения некоторых вопросов, как это согласуется с законом. Может быть, даже сфера любви, чувств, она опять же в выражении, в дружеской эмпатии, в нежности, в ласке, в любви, в проявлении вот этих чувств, но никак не в каком-то глубоком философствовании на те темы, которые были когда-то. Ну, много, правда, у вас таких карт. И посмотрите, два таких достаточно сложных аркана, как отшельник, так и маг. От вас сейчас все зависит. От того, какое направление вы выберете, таким и будет ваше качество жизни. Но, повторюсь, для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Правда, можете решить любой вопрос. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.